Всем привет, это Рейджорк и ответ на вопросы, которые я обещал еще пару месяцев назад. Сначала я пропал в Ведьмаке, потом было лень, потом забыл, а потом Новый год. Ну и я решил подготовить это к 100-му выпуску. Вопросов немного, поэтому надолго я вас не займу. Для меня это первый подобный опыт, надеюсь, получится неплохо. Одинаковые и похожие вопросы я объединил в один, чтобы ответ был наиболее полным. Для начала хочется сказать всем зрителям огромное спасибо. Когда я только начинал, я думал, да кому нужен этот бред, который я тут монтирую? Однако нашлись люди, которым это понравилось. Вы нашли мой контент особенным. Канал существует до сих пор только благодаря тому, что на него есть спрос. Только благодаря тому, что вам это интересно. Без вашей поддержки ничего не получилось бы. Давайте, наверное, перейдем к вопросам. Начнем с простого. Расскажи о себе. Имя, возраст, где живешь, чем занимаешься в реальной жизни, есть ли девочка и тыры-пыры. Меня зовут Дмитрий, мне 25. Я из России, живу в Москве. Занимаюсь исключительно каналом. В данный момент девушки и тыры-пыры нет. Лицо покажешь? Не вижу в этом необходимости. Может, позже. Устроил бы встречу с подписчиками в своем городе. Опять же, не вижу в этом смысла. Не представляю, о чем говорить с совершенно незнакомыми мне людьми. О чем им со мной говорить. На мой взгляд, такая встреча будет крайне неловкой. Как появилась идея создания подобных видео? Что вдохновило? Ответ, как мне кажется, будет достаточно очевидным. Тролден. Мы с другом смотрели его первые выпуски и обсуждали, что ему не хватает юмора в некоторых моментах. Затем обсуждалось, что я мог бы делать нечто такое. Идея была в том, чтобы сделать более развлекательный контент. Подборка видео с уклоном в некое шоу. Вроде бы получилось. Сразу отвечу на вопрос отношения к Тролдену и остальным. Мне нравится то, что делает Тролден. У него есть свой стиль, есть конкретная цель, к которой он весьма уверенно идет. Мне не нравится все, как он делает, но в целом неплохой контент. И вообще не мне ему что-то советовать. Парень молодец. Hardfunny занял свою нишу. Его видосы скорее информативные, чем развлекательные. Минимум монтажа, максимум моментов. И я бы просто не смог делать так часто видео. Тоже молодец. Еще с большим удовольствием смотрю анимированные пазлы. У него уникальный контент, это интересно. Больше ничего не знаю, потому что в принципе не сильно интересуюсь Хардстоуном. Ты сам играешь в ХС? С какого времени и какие успехи? Играю очень мало, обычно когда скучно. Делики делаю раз в 3 дня, бустер с потасовочки вытаскиваю. Доступ получил еще вроде в Альфе, но тогда совершенно неинтересно было и начал играть только ближе к концу бета-теста. Успехи? Да никаких. Максимально, что я поднимал, это 5-й ранг шаманом Трампа, спустя пару месяцев после релиза. Обычно это 10-й ранг. Так, давайте пройдемся по вопросам технического характера. Все, что касается моего рабочего процесса и канала. Потом уже посмотрим остальные вопросы. Почему Рейджорк? Как появилась идея разъяренного гороша? Почему именно он? Прежде чем сесть делать видео, я пытался придумать логотип. Я не дизайнер, никогда этому не обучался, у меня не было совершенно никаких идей. У меня было только несколько пунктов, опираясь на которые я и пытался что-то придумать. Простой логотип, который я могу сделать своими силами. Мне нужен был логотип, который я мог бы легко стилизовать под очередное дополнение. Я считаю, что это очень круто. Мне нужно было сильное имя, короткое, не пафосное, запоминающееся, имеющее отношение к Варкрафту. Каким-то образом я пришел к идее минималистичного кулака, и в пальце отлично легло имя Рейджорк. Другими словами, две от балды придуманные вещи почти идеально ложились одна на другую. Когда в жизни происходит что-то такое, я принимаю это как знак, что я делаю все верно. Я остановился на этом варианте. Теперь мне нужен был персонаж. Конечно же, орк. Я обожаю Warcraft, обожаю орков, мне очень нравится их образ жизни, когда все по чести. Я люблю Трала и изначально хотел использовать именно его, но с ним были проблемы в плане анимации. Плюс спокойно шаман мало подходил под имя, наполненное яростью. Тогда я решил попробовать Гороша. Он подошел идеально, яростный воин, известная фигура. Даже красный цвет логотипа более близок к цвету кожи Гороша, чем к зеленому Тралу. Ну и я остановился на нем.
Вот так вот все просто на самом деле. Ты работаешь на канале один, все, что касается самого контента, я делаю один. Если я в чем-то не разбираюсь или просто нуждаюсь в помощи, я обращаюсь к друзьям. Где ищешь моменты для видео? Для первых выпусков искал моменты везде, где только мог. На это уходило очень много времени и сил. Сейчас использую в основном присланные. Иногда беру что-то с Reddit. Где ты берешь музыку для видео? Почти вся музыка взята из бесплатной библиотеки YouTube. В последнее время стали приходить предложения от людей использовать их музыку. Это круто. Интересно, сколько в среднем уходит времени на создание одного ролика? То бишь поиск материала, монтаж и рендер. И какое железо используешь? Время монтажа зависит от очень многих факторов. Если у тебя есть 5-6 хороших моментов, то без монтажа можно сделать часа за 2. Чем сложнее монтаж, тем дольше соответственно. Плюс влияет на скорость работы вдохновение, наличие идей, наличие каких-то нужных вещей в сети в свободном доступе. Иногда то, что тебе нужно, нельзя использовать, и тогда приходится самому с нуля делать что-то. На самом деле очень сложно сказать какую-то конкретную цифру. Меньше всего у меня уходило на работу 8 часов. Самое большое что-то в районе 30 часов. Может даже больше. Рендер занимает обычно от 15 до 40 минут. Зависит от количества эффектов в видео. Мое железо вы сейчас можете увидеть на экране. Клавиатуру и мышь использую от Razer. В Нагу влюбился сразу как купил. Она чудо. Компьютер, как я и планировал, я недавно собрал. Неожиданной проблемой для меня оказалось то, что его мощности все равно не хватает для работы в 1080p. Расскажи о процессе создания роликов из WoW, как это создается и насколько это тяжело. Тяжело создавать такие анимации. Что ж, это достаточно объемный вопрос. Постараюсь покороче. Первое. Я не делаю анимации для моделей. Я этого никогда не скрывал. Я использую WoW Model Viewer, просто записываю на зеленом фоне нужную мне анимацию, затем создаю из этого видео. Задники я пишу из WoW. Грубо говоря, это все, что нужно, чтобы делать простенькую машиниму в том стиле, что делаю я. Но сразу вынужден вас огорчить. Чтобы делать качественный машиниму, используя модель Viewer, вы должны отлично понимать трехмерное пространство. Нужно понимать, как тебе нужно записать движение персонажа, чтобы при наложении этой записи на задник все выглядело цельно. Нужно знать, где и как использовать тени. Нужно хорошее звуковое сопровождение, цветокоррекция и куча других эффектов. Голое наложение персонажа, вырезанного из зеленого фона на какой-то задник, выглядит просто ужасно. Я далеко не профессионал в этих делах, и у меня периодически бывают моменты, которые я не в силах сделать качественней. По сути, каждый выпуск это лишь моя проба каких-то новых навыков или закрепление выученного. И поскольку я самоучка, я много вещей, скорее всего, делаю своими кривыми методами. Наверняка можно делать все более качественно и проще. Тяжело ли это все? Очень. Основная сложность в том, чтобы понять, как сделать то, что ты не умеешь, и чтобы это выглядело хорошо. Остальное несложно, лишь время затратно. Долго ли учился делать подобные видео? Как только что я сказал, я по сути учусь до сих пор. Я не профи, монтажом увлекаюсь давно, лет с 15, может чуть раньше. Сначала монтировал для себя и друзей всякие нарезки убийств в коде или трюки в Сан-Андреасе, стандартный набор. Со временем появилась небольшая уверенность в своих навыках монтажа, в своем чувстве стиля и юмора. Без этих вещей видео получается плохим. Ты делаешь хороший WoW машинимы, почему не делаешь канал типа Nixion? Я перфекционист, и я делаю либо отлично, либо не делаю. Моих навыков хватает для коротких сценок, но чтобы сделать хотя бы 3-минутное видео машинимы, нужно куда больше навыков. К тому же хочется делать видео со своей анимацией, а не использовать только то, что есть. На данный момент я не умею так делать, но очень хочу найти легкий способ управлять анимацией, потому что хочется сделать мини-сериал на основе Warcraft. Пробежимся еще по основным моментам рабочего процесса. Программы, которые я использую. Само собой Photoshop, для монтажа Premiere, очень редко After Effects для эффектов, но обычно мне хватает возможности Premiere. Fraps или Open Broadcaster для записи видео,
Free Foresight для записи задников. Если честно, практически не важно, какие программы вы используете для создания контента. Главное, чтобы он был качественный. На мой взгляд, качественным продукт делает внимание к мелочам. Я часто прорабатываю некоторые моменты до мельчайших деталей, которые никто из вас никогда не увидит. Но вся соль в том, что без этой проработанности этот момент будет выглядеть халтурно и совсем не круто. Зачастую ты сидишь и тратишь часа 4 на деталь, которую никто никогда не заметит, но без которой просто невозможно выпустить видео. Внимание к мелочам – залог качественного контента. Мелочи – это та вещь, с которой ни в коем случае нельзя лениться и халтурить. Но это слишком глубокий вопрос. Если хотите, чтобы я рассказал об этом больше, пишите в комментариях. Ну что, с вопросами касательно рабочего процесса вроде бы покончили, можно поотвечать на остальное. Каких стримеров смотришь? Никаких. ХС мне не очень интересен, да и тотальная увлеченность играми у меня давно прошла. Можно ли с тобой как-то поиграть в ХС? Можно надрать мне зад, если вас закинет против меня. В иных случаях, зачем? Я весьма плохо играю, со мной не получится интересного матча. Играешь ли в WoW или какие-либо MMORPG? ММО не мое. Слишком много времени нужно на это убивать. Когда-то играл в WoW, но ни PvP, ни PvE меня не зацепило по той же причине. Нужно уделять этому слишком много времени. Но при этом я всегда покупаю новые дополнения и прохожу его сюжетную часть, которая доступна для одного игрока. Просто я обожаю историю Варкрафта. На этот мир я посел еще маленьким, когда у меня только появился первый компьютер. Warcraft 2 был одной из моих первых игр на ПК. Это была любовь с первого клика. Если бы ты мог создать легендарную карту, какой бы она была? Даже не знаю. Может быть, Йоксарон, который сидит в тени, например. Он не может атаковать, но у него есть активируемые способности вместо этого. Взять под контроль существо противника, но так, чтобы оно оставалось именно существом противника, чтобы он не смог его убить другим существом. Или же наложить проклятие, которое убьет существо в начале следующего хода противника, и если существо будет убито таким образом, проклятие перейдет на соседних существ. Мне вообще кажется интересной механика активируемых способностей у существ. Кого бы ты порезал в ХС, кого бы усилил? Про карты говорить не буду, я в этом не сильно разбираюсь. Про героев, не знаю, я бы полностью изменил механику шаманов, потому что на данный момент механика перегрузки имеет слабую синергию. Лига исследователей немного подняла шаманов, но по сути они до сих пор в жопе. Как менять, я не знаю, но то, что с ними сейчас, это безобразие. Считаешь ли ХС киберспортивной игрой? А почему нет? Да, на мой взгляд, ему бы понизить момент рандома, в остальном все вполне киберспортивно. Близы не первый год на киберспортивной арене, и я не думаю, что они не понимают, что делают. Собираешься делать подобное для других игр, кроме ХС? И где ролики Nexus? После пары роликов было решено закрыть канал по Ходсу, потому что вести два канала сразу оказалось очень сложно. Да и времени это забирало ужасно много. Однако недавно мы нашли нового автора, и он уже выпустил новое видео, так что следите за обновлениями. Помимо этого есть планы на Overwatch, но, наверное, будут стримы по нему. В шутерах я всегда чувствовал себя комфортнее. Но пока не ясно, как покажет себя Overwatch на релизе. Бета показала себя очень хорошо. Надеюсь, у них все получится. Посмотрим. Какая твоя любимая легендарная и эпическая карта? Назови почему. Легендарка? Конечно же Рагнарос. Почему? Потому что... И у него очень крутая анимация. Эпики... Даже не знаю. БГХ, наверное. Ну и Клиновопли еще очень нравится. Глядя на каверы Battletoads в роликах, стало интересно. Это была твоя любимая игра на Денде? Да, наверное. Много игр любил, но Лягух, наверное, больше всего. Какие языки знаешь? Русский, да, английский, чуть больше школьной программы. Планирую повышать эти знания. Любишь книги? Люблю истории, не люблю процесс чтения. Приходится долгое время находиться в одной позе. Меня от этого трясти начинает, я очень нервный. В детстве родители заставляли читать школьную программу, поэтому я возненавидел чтение. Из-за этого прочитал очень мало. Сейчас пытаюсь это исправить.
Люблю Кинга, нравится стиль Лавкрафта. Прочитал у него сборник мелких рассказов и Хребты безумия. До больших еще не добрался. Планирую почитать Ведьмака и Пратчета. Почитываю книги по Варкрафту, конечно же. Каково это быть самым офигенным каналом по ХС? Не знаю, когда стану таким, расскажу. Почему ты такой офигенный? Орки не могут быть другими, у нас крутость в крови. Любимый цвет. Люблю черный, белый, голубой. Предпочитаю сочетание этих цветов или просто спокойные тона. Любимая еда. Нет такой еды, которой я мог бы питаться всю жизнь. Рано или поздно все надоедает. Могу разве что жареную курочку выделить, слишком уж она хороша. Любишь пиццу? Нравится пицца с ананасами? Пиццу люблю, с ананасами ни разу не пробовал. Кто лучший пони? Сорян, не смотрю. Сделаешь ли ты субтитры на английском? Да каждый выпуск делаю. Вафли или блины? Наверное, блины. Моя прабабушка делала нереально крутые блины. Любишь анальный секс? Обожаю маленькие упругие жопки выродков Альянса. Не думал поучаствовать в каких-нибудь фановых ивентах вроде Challenge Stone или своей игры? Возможно, наверное, даже получилось бы весело, но, как я уже говорил, не вижу смысла светить лицом. Я не блогер и не стример, я просто делаю видосики. Контроль Хантер против Фейсприста. Даже не знаю, Контроль Хант мне кажется более фантастической колодой. Хотел бы я на это взглянуть. Твой канал однозначно взлетел, будут ли попытки развивать его, новые рубрики, проекты, идеи? Хотелось бы больше орка. Ну, не знаю, как взлетел или нет. Ладно, прибедняться не буду. Свою аудиторию я собрал, да, и весьма большую. Но все равно всегда, смотря на других, кажется, что ты лишь ничтожество. Дальше развиваться однозначно хочется и есть определенные цели. Мне хочется своим творчеством помогать начинающим творческим личностям. Я пока не знаю, как это сделать, но я постараюсь что-нибудь придумать. Мне очень интересна идея машинима мини-сериала по Варкрафту. Мне нравится, что делают ребята из Corridor Digital и Фредди Вонг и многие другие. Если вы не видели их работ, обязательно посмотрите. Я хотел бы делать что-то такое же. Но вообще я мечтаю снимать фильмы. А главной мечтой в этом направлении всегда будет режиссура фильма по Варкрафту. Это вот прям вообще поступок для меня, после которого можно спокойно умирать. Учитывая скорость, с которой Blizzard снимают свои фильмы, у меня есть все шансы стать режиссером второго фильма. Что ж, на этом вопросы закончились, но у меня есть еще что сказать. Я безумно рад тому, что мне приходит много писем с моментами, реально очень много. Иногда их приходит такое количество, что только на просмотр их всех может уйти много часов. Очень-очень много. И это проблема. Огромная просьба ко всем. Если вы присылаете мне видео длиной более 5 минут, пожалуйста, указывайте время момента. Потому что иначе я просто не смотрю такие письма. Уважайте чужое время. Также, если у вас есть видео длиной 15 минут с потрясающим камбэком, не присылайте. Просто такие видео невозможно смонтировать в короткий момент, да еще так, чтобы все было понятно. Я пробовал дважды, потратил примерно часов 12, итоговый результат был отвратителен. Даже если это будет лучшая игра века, я все равно не смогу ее всю ставить в свое видео. Мой формат не меньше 4 моментов общей длиной до 8-9 минут. Если вы присылаете мне какие-то моменты, а я их ни разу не использовал, то это скорее всего либо момент дерьмо, разыграть Велена против уже проигрывающего противника с пустым столом и рукой, и затем продолбить ему лицо, не есть круто. Это обычный ход обычной игры. Б. Момент хороший, но на этой неделе оказались более хорошие или смешные, на мой взгляд, моменты. Я отложил ваше видео, а потом просто потерял его. В. Я просто потерял ваше видео. К сожалению, такое происходит, потому что прислано очень много, и все с разных источников. Иногда просто что-то теряется. Помню пару случаев, когда я терял реально хорошие моменты, и я не мог их найти ни на компе, ни на почте, ни даже просто в сети.
Я не говорю, что не нужно присылать или наоборот заваливать меня копиями одного момента. Поверьте, и так сложно разбираться в таком количестве присланного. Я просто хочу, чтобы вы поняли и не обижались. К сожалению, такое происходит. И еще кое-что. Самое простое для вас и для меня просто залить видео на YouTube и прислать мне ссылку на него. С Твича, например, очень проблематично скачивать видео, а некоторые вообще не скачиваются. Иногда присылают ссылку на файл хостинг, но доступ закрыт. Пожалуйста, проверяйте это. Может быть, мы теряем из-за этого действительно крутые моменты. Ну, вот вроде бы и все. Получилось больше, чем я думал. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз спасибо за то, что вы меня смотрите. Если я что-то упустил или у вас есть еще ко мне вопросы, пишите их либо на почту, либо здесь на канале, либо в группе ВКонтакте. За перевод текста на английский язык спасибо команде сайта duelmaster.ru. Ребята работают над официальным переводом игры Duelist. Это набирающая популярность карточная игра с полем боя как в героях. Если Hearthstone вам надоел или он для вас слишком простой, попробуйте Duelist. Поддержите ребят, загляните к ним в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. Спасибо за просмотр.